Всем привет! Я первый раз приветствую вас из такой локации. Это моя комната с цветочками, часть моей комнаты. У меня угловая квартира. В этом углу 2 окошка, а в этом углу стеллаж с орхидейками. Решила вам показать из нового места, чтобы вы понимали расположение моих цветов. А сегодня я хочу показать вам орхидейки на окнах и рассказать, что у них нового. Давайте я покажу вам свою любимицу альбуфейру, цветение которой я еще ни разу не видела. Вот она наконец-то выдала цветонос. Я все думала, это деточка или цветонос, потому что у нее очень толстая перемычка, и было непонятно, деточка это или цветонос. Давайте с другой стороны покажу. Но все-таки это, слава богу, цветонос, потому что я очень хотела посмотреть на домашнее цветение альбуфейры, бабочки, потому что вживую я еще ни разу не видела бабочку альбуфейру. У нас обычно это альбуфейра редко бывает в магазинах, а тут еще и бабочка. Жду не дождусь, когда она вырастет свой цветонос. Он такой толстый по сравнению с предыдущими. Альбуфейра наконец-то начала растить корни в горшке, чему я несказанно рада. Давайте я вам покажу. Вот, растущие. Их уже прям много становится. А то было очень мало, и они все были не растущие, какие-то закукленные, как будто бы старые, древние. Но весна помогла растить корешочки. И еще я стимулировала стимуляторами роста корней. Далее у нас орхидея Сеншен, парфюмерная фабрика. Она тоже тронула в рост свои корни. Она у меня стояла на стеллаже, а я ее сюда переставила для того, чтобы она побыстрее зацвела. Потому что у меня орхидейки зацветают быстрее на окне, чем на стеллаже. Ну, кстати, с приходом весны на стеллаже тоже начали зацветать орхидеи, но все-таки на окне больше орхидей, которые пустили в рост свои цветоносы. Это у нас орхидея Хатуюки, купленная в размере 2,5 и пересажена в горшок побольше. Посмотрите, как у нее тронулись в рост корни. Видите, как на пользу ей пошла пересадка. У нее больше воздуха в горшке, и корни с удовольствием врастают в пустоты. Они не по мху там растут, а именно там, где движение воздуха. Вот я ее перевалила с маховым стаканчиком. Стаканчик побольше. На дно положила керамзит, далее кокосовое волокно, маховой стаканчик и укрепила, чтобы не шаталась. Орхидейка камушком, керамзит, и все. Вот и вся посадка. И поливаю по мере просушки корней на уровень керамзита. Орхидейка моментально выпивает воду. И ждем до следующего просыхания корней. Далее орхидея, я не знаю ее название, у нее крупные розовые цветы и желтая губа. Верхняя почечка проснулась, но потом что-то ей не понравилось, и она высохла. И она пробудила через какое-то время вот эти 2 почки.
Видите, уже какие большенькие. Это будет первое домашнее цветение. Так, далее орхидея, которую я купила без цветов по уценке. И не знаю, как она будет цвести. Она пока занимается наращиванием корней. Цвести пока не хочет. Пока не наблюдаю у нее новых цветоносов. Но, возможно, зацветет. Для этого я ее сюда и поставила на окно, чтобы она побыстрее зацвела. Если вы слышите писк моей собаки, это у нее привычка. Я как начинаю снимать видео, она начинает пищать и не давать мне говорить. Вечно ей куда-то надо. Вот я ее выпустила из комнаты. Далее у нас орхидея Кембридж. Белоснежная красотка с желтой губой. Она стояла тоже на стеллаже, и я ее поставила на окно. И та-дам! Она пробудила спящую почку. И у нас будет домашнее цветение этой орхидейки. Ура! Блин, показала бы вам корни, но они у меня все так плотно стоят. Я сюда как можно больше орхидей напихала, чтобы увидеть наконец-то цветение этих орхидеек. А то ишь ты, стоят там на стеллаже, балдеют и не цветут. А я-то хочу увидеть цветочки долгожданные. Так, далее у нас орхидея. Я ее тоже покупала по уценке, без цветов. Она пока тоже занимается наращиванием корней, а цветоноса пока нет. Здесь у нас орхидейка Тайсука Анна. Тоже я ее покупала в размере 2,5 одновременно с Хатуюки. И вместе их пересаживала. Хатуюки какое-то время стояла без роста корней, но не сбрасывала свои корни. А это сбросила корня 3. Я немножко перепугалась. Думаю, блин, зачем я их пересадила? Но все-таки не зря. Посмотрите, вот это ее старые корешочки, а вот один новый. Вот еще новый. На дне сколько корней. Так что все не зря. Ей понравилась посадка. Посмотрите, какие жирные корни. Вот какая красавица. Листья в разные стороны. Листья достаточно крупные по сравнению с Хатуюки. Посмотрите, какая разница. Хатуюки компактный кустик слева. А Тайсука Анна достаточно широко растет в разные стороны. Вот я ее тоже поставила к окошку, чтобы она тоже побыстрее порадовала меня своим цветением. Но пока ни Хатуюки, ни Тайсука Анна не собираются цвести. Не знаю, возможно, чуть позже. Сейчас как раз перепад температур. Отопление мы отключили. Ночью холодно, днем тепло. Надеюсь, что зацветут мои красавицы. Так, а это у нас пилор, орхидеи, силкиан. Это такая бледно-розовая орхидея. Она вырастила листик, растит корешочки, но цвести пока я тоже не наблюдаю, чтобы она собиралась. Пока нет цветоносов. Так, это у нас моя ароматная орхидея. Я ей отрезала 2 старых цветоноса, потому что она отцвела. И вот она выпустила новый цветонос. Достаточно быстро растет. Скоро увидим цветение этой красавицы. Цветочек у нее не крупный, но очень резной. Интересной формы. Необычная орхидейка. Вставлю вам фотографию. И очень ароматная. Когда солнышко, она уже на середине комнаты. Я ощущаю этот волшебный аромат. Аромат похож на цветущий шиповник. Так,
Далее у нас так и просится в кадр деточка Эквестрис. Я купила ее осенью, заказала по почте, купила по объявлению, мне ее прислали. Вот у нее 3 листика, она мамочка растит корешочки, деточку растит. Вот у деточки уже такие хорошие корешочки, ее уже можно сажать отдельно. Скоро я этим и займусь, покажу вам обязательно посадочку и отделение детки. Она на цветоносе растет. Вот у нас цветонос, на котором растет деточка. Прекрасная деточка, очень хорошо развивается. Она уже скоро мамочку догонит. Мамочка не крупная. Цвести пока тоже не собираются. Не наблюдаю у них цветоносов. Так, а это у нас Феррара. Это у меня уже 3-я Феррара. Первая была с шикарным здоровьем, но я решила ее омолодить, потому что у нее был полный горшок корней. Решила для начала ее пересадить, она у меня никуда не помещалась. Потом я решила ее омолодить. Рассадила на 3 части. Я еще была неопытная и так и не дождалась деток, выбросила. Я думала, это быстро происходит. У меня терпения не хватило. Но одна у меня осталась. Она была как деточка размером. Ну, в общем, я ее продала, чтобы долго не ждать. Потом я купила свою 2-ю Феррару на свой день рождения. Подарок от мужа. Там я 3 орхидейки купила, и среди них была Феррара. И она от стресса после покупки сбросила корни. Я уже рассказывала эту историю, у меня даже отдельное видео есть про называется «Моя неудачная история с Феррарой». Вот. И в итоге она у меня все-таки померла, к сожалению. И вот недавно я купила себе новую Феррару. И, кстати, с ней все более-менее хорошо. У нее изначально были повреждены листья, это от транспортировки. Вот она у меня вырастила новый листик и растит медленно, но верно новые корешочки. Вот новый корешочек уже в посадочку врос. И там в горшке немножко корней она испортила, но больше половины хороших осталось. Так что, наверное, мне повезло с этой Феррарой. И вот ее цветонос. Я тоже ее поставила к окну, чтобы она хорошо росла и была возможность у нее зацвести. И вот она пробудила спящую почку. Будет нас радовать своими красивыми желтыми рюшистыми цветами. Так, далее у нас Леодора. Она у меня стояла сначала на окне, потом я ее убрала с окна, потому что было холодно, на стеллаж, чтобы она там начала свой рост, а то она на окне совсем замерла и не росла зимой. Она тронулась в рост, вырастила листик, пробудила корешочки. Вот новый. Так. Вот там за листами, за листьями растущие корни. Так, давайте. В общем, она тронулась в рост, умничка. И она тоже никак не зацветет, ей не отрезаю старые цветоносы, потому что у таких орхидеек не нужно отрезать, они могут пробудить кончики цветоносов и начать дальше их отращивать и цвести. И пока ничего я не вижу. Ну ладно, хоть растет. Так, далее у нас отцветшая Сильвия. Пока она тоже растет, наращивает корешочки и листочки. Следующая у нас это Бернадетта. Она растит цветонос. Ой,
Вот он уже выглянул из-под листа и корни растит. Так. Эту орхидейку я вам уже показывала. Я ее купила не цветущую, она похожа на тунис, только с рюшистыми цветочками. Пока она у меня тоже не собирается цвести, но растит корешочки, что тоже неплохо. Цветочки я, конечно, очень хочу ее увидеть. Мне интересно, это она или нет. А то я у продавца купила, она сказала, что которую я хотела купить, я ее не успела купить. А вот эту мне сказали, что у нее листья очень похожи на ту, которую я хотела, и мне предложили ее. Ну, время покажет, увидим. Далее у нас осенний ветер. Она пробудила спящую почку на цветоносе. И скоро зацветет. И вот у нее еще одна почка через одну тоже пробудилась. Посерединке не пробудилась, а верхняя и нижняя. Не знаю, может, это вообще деточка будет. А может, и тоже цветонос. Посмотрим. Тоже я ее со стеллажа поставила на окно. Если вы заметили, у меня сейчас на окнах все не цветущие, а все цветущие я поставила на стеллаж. Потом покажу вам, что там происходит в следующем видео. Так, следующая у нас Стелленбош бабочка. Надо ее пересаживать. У нее полный горшок корней. Она у меня... Я ей срезала цветение, потому что она уже немножечко отцветала. И посмотрите, сразу же после того, как я ей срезала цветение, она на одном из цветоносов она пробудила сразу же 2 спящие почки. Представляете, какая цветунья. Далее у нас орхидея, которую я купила по уценке без цветов. Она тоже очень хорошо растет. Наращивает корешочки, листья. И она тоже собралась цвести. Я увижу, что это за орхидея. У нее тоже растет цветонос. Ой, никак не показать. Вот, в общем, под листиком. Скоро, наконец-то, узнаю, что это за орхидея. Листья у нее немного похожи на моушен, такие же длинные, темные, не знаю. И вот еще одна орхидея, которую я тоже не знаю, как она цветет. То же самое, покупала без цветов. Посмотрите, какой у нее уже длинный цветонос. Класс. Скоро порадует цветением. Тоже у меня много корней в горшке, ее бы не мешало пересадить. Но из-за того, что она собирается цвести, я ее пока трогать не буду. Так, а здесь у нас Биглип молния. Она тоже стояла на стеллаже. И для стимуляции цветения я поставила ее на окно. У нее с корешочками все хорошо в горшке. Она их наращивала на стеллаже, пока она не пробудила, пока она не растит цветоносы. Возможно, чуть позже. Далее орхидея Горизонт, новая моя, которую я недавно купила. Очень крупный куст по сравнению с моей. Моя никак не собиралась ни расти, ни цвести. И вот я купила себе Горизонт, еще один в коллекцию, дубль. Тоже ее поставила на окно, потому что куст крупный, ей бы уже пора цвести. Но пока я не вижу у нее цветоносов. И представляете, мой Горизонт, который стоит на стеллаже, который в 2 раза меньше этой, если не в 3. Она у меня обиделась, что я купила и себе еще один Горизонт и собралась цвести. В следующем видео вам, ну давайте сейчас уж покажу. Вот, представляете? Она решила порадовать меня своим цветением. Вот так вот покупать себе дубли. Сразу же захотела цвести. Конечно же, я очень рада, молодец. Потому что это пока не собирается слоненок
цвести. И со стеллажа на окно я поставила орхидею Black Piano. Она там хорошо росла на стеллаже, листик вот растит. Но цвести — это целая проблема. Никак из нее не вытянуть цветонос. И вот в надежде на цветение я тоже ее поставила на окно. Так, вроде бы я все орхидейки вам показала и рассказала про них, которые у меня стоят на окнах. Если вы заметили, у меня появились жалюзи наконец-то на обоих окнах. Теперь, когда солнечно, можно прикрывать жалюзи, а когда пасмурно, открывать их. Когда солнечно, вот на этом окне, конечно, очень орхидейкам жарко, и нам. И я закрываю эти окна. Вот теперь будет еще и красиво. Я давно хотела такие жалюзи. Так, хвойки мои растут. Это пока не собирается цвести. Только листики свои красивые растит. Разноцветные. Напишу вам название. Так, это у нас Хоя Белла. Она будет цвести. Вот ее розеточки с цветочками. Корзиночки они правильно называют. И еще одна. Пока только две растут. Самая первая у меня засохла, почему-то пожелтела и отвалилась, а эти вроде как растут. Здесь стоит моя новинка Сара Блаш. Очень красивая орхидея. Пока здесь стоит, радует меня своими красивыми цветочками. После покупки она немножечко бутончиков сбросила. Вот на этом ответвлении раскрыла один цветок. Он такой же красивый, как и остальные. И здесь еще один цветочек раскрыла. Конечно, интересная орхидея. Многоцветная. Очень интересный желтый край у нее. Волнистые края. Все как я люблю. И сочетание цветов, которые мне нравятся. Оранжевый, розовый, желтый. А на этом я буду прощаться с вами, друзья. В следующем видео покажу вам стеллаж с орхидеями. Покажу, что у них нового происходит. Там тоже очень интересно. Много орхидеек пустили цветоносы. Так что ждите следующее видео. Пока-пока, мои дорогие. До новых видео.